Все мы живем на одной планете, дышим одним воздухом. Но если поставить рядом людей из разных стран, покажется, что нас создавали по совершенно разным чертежам. Мы по-разному спим, моемся, едим, влюбляемся, разводимся и даже лысеем по-разному. Сегодня про самых-самых разных людей из разных уголков мира. Пристегивайтесь покрепче, мы отправляемся на американские горки по нашим отличиям. И начнем мы с того, что видно невооруженным глазом, с роста. Голландцы – самые высокие люди на планете, 1,84 м в среднем. Причем это не просто так. Ученые считают, что свою роль сыграла диета – много молока, много сыра, много белка на протяжении столетий. Ну и, видимо, какой-то эволюционный отбор. Высокие парни в Нидерландах просто чаще заводили детей. Звучит странно, но исследование это подтверждает. На другом конце шкалы – Восточный Тимор и Гватемала. В Гватемале средний рост женщин ниже 1,5 метра. Там проблема не в генах, а в питании. Когда в первые годы жизни не хватает еды, тело просто не вырастает до тех размеров, до которых могло бы. Это называется задержка физического развития, и в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке это массовое явление. Черногория, кстати, дышит Нидерландам в спину. Средний мужчина там 1,83 м. Маленькая балканская страна с огромными людьми. А вот интересная деталь. В Швеции у людей самые длинные ноги относительно тела. И это совсем не шутка, а объяснение здесь простое. В умеренном климате длинные конечности лучше отдают тепло. Тело адаптировалось. А в Перу, наоборот, самые короткие ноги относительно торса. Потому что в горах на высоте 3-4 тысячи метров важнее тепло сохранить, а не рассеять. Компактное тело – это как термос. Чем меньше поверхность, тем меньше теплопотери. Вот такие ученые объяснения. Даже размер обуви различается по странам. В Германии средний мужской размер 45, на Филиппинах всего 37. Для обувных компаний это головная боль. Одну и ту же модель нужно производить в десятках вариантов для разных рынков. А ведь это еще и ширина стопы, и подъем, все разное. Теперь кожа, глаза и волосы. Все то, что делает нас визуально разными. Самая темная кожа у людей из Южного Судана. Максимальная концентрация меланина. Это мощнейшая защита от ультрафиолета, который там буквально выжигает все. Самая светлая в Финляндии. Солнца мало, зимой считанные часы дневного света, и кожа стала максимально бледной, чтобы ловить каждый фотон и превращать его в витамин D. И снова удивительные изменения, связанные с адаптацией к жизни. С глазами еще любопытнее. В Исландии 3/4 населения голубоглазые, а это на минуточку почти 75%, и это мировой рекорд. Маленький остров, изолированная популяция, и вот результат. Напротив, в Узбекистане у 9 из 10 человек глаза карие, а зеленые глаза вообще редкость планетарного масштаба. Их можно встретить всего у 2% людей на Земле. И чаще всего они встречаются в Ирландии и Шотландии. Если у вас зеленые глаза, поздравляю, вы редкая аномалия. Обязательно заявите об этом в комментариях. Раз уж про Ирландию, там еще и больше всего рыжих людей. Каждый 10-й ирландец рыжеволосый. Рыжий ген рецессивный, то есть его надо получить от обоих родителей, чтобы он передался наследникам. И в Ирландии он накапливался веками. А вот с облысением все интереснее. Чехия – чемпион мира по лысине, 43% мужчин. Испания наступает на пятки со своими 42%. Германия чуть позади, около 41%. Получается, почти каждый второй мужчина в Центральной Европе теряет волосы. Мужской паттерн облысения – штука генетическая, и эти гены здесь сконцентрированы больше всего. А в Китае и Тайване лысеть генетически не принято. Там волосяные фолликулы устойчивы к дигидротестостерону, гормону, вызывающему потерю волос. Так что если у вас восточноазиатские корни, вам скорее всего повезло, причем сильно. Зрение. Тут Южная Корея впереди планеты всей, но не в хорошем смысле. 9 из 10 молодых корейцев близорукие. 90%, считай почти все. Это практически эпидемия. Причина простая – адская нагрузка на глаза в школе и университете, плюс мало времени на улице. Ученые доказали, что дневной свет реально защищает зрение.
Когда дети сидят в классах по 12 часов и потом еще занимаются с репетитором, за это расплачиваются именно глаза. В Нигерии же близоруких процентов 10 от силы, образ жизни другой, больше солнца, больше открытого пространства. Глазам есть куда и на что смотреть, кроме как в учебник или экран. Теперь про кровь. Не в переносном смысле, а в самом буквальном. У людей в Перу у 72% первая группа крови. Это больше, чем где-либо на планете. В Индии и Китае доминирует третья группа, до 40% населения, а четвертая самая редкая на планете, но чаще всего встречается в Японии и некоторых регионах Центральной Европы. С близнецами вообще отдельная история. В Бенине рождается 28 пар близнецов на 1000 родов, а в нигерийском городе Игба-Ора аж 50 на 1000. Город даже получил официальное звание мировой столицы близнецов. Местные уверены, что дело в ямсе и листьях абельмоша съедобного. Ученые пока что кивают, записывают и говорят, возможно, связь есть, но точного объяснения нет. Есть еще дальтонизм, неспособность различать некоторые цвета. Среди мужчин в арабских странах им страдают до 10%, в России около 9%, а среди женщин очень редко, обычно меньше 1% по всему миру. Все из-за того, что ген дальтонизма сидит на X-хромосоме. У мужчин она одна, и если ген дефектный, запасного варианта нет. У женщин 2 X-хромосомы, и вторая обычно компенсирует. Кстати, про левшей. Больше всего их снова в Нидерландах – 13%. Там к леворукости давно относятся спокойно, а во многих странах Азии и Ближнего Востока левшей до сих пор переучивают писать правой рукой. Поэтому официальная статистика занижена, реальных левшей больше, чем показывают цифры. Ладно, с телом разобрались, переходим к тому, что внутри головы. Если верить тестам IQ, а к ним, конечно, есть вопросы, потому что интеллект не сводится к одной цифре, лидируют страны Восточной Азии. Сингапур, Китай и Южная Корея, в среднем 105-107 баллов. Это связано с культом образования, жесткими школьными программами и тем, что с 3-4 лет в головы вкладывают. Учеба – это главное. Главнее всего на белом свете. В Европе лидеры Нидерланды и Эстония. Да, маленькая Эстония с населением чуть больше миллиона – одна из самых умных стран мира. Там выстроена блестящая цифровая система образования, и результаты международной программы по оценке образовательных достижений учащихся это подтверждают. А вот с грамотностью два полюса. В Финляндии больше половины населения с высшим образованием. В Нигерии же грамотных людей только 20%. 8 из 10 человек не умеют читать. Это создает барьер, через который не перепрыгнуть за одно поколение. Тем временем индийцы и американцы – самые читающие нации. Больше 350 часов в год за книгами, это примерно по часу в день. А в некоторых развивающихся странах доступ к литературе до сих пор роскошь. Библиотека на весь район, и та может быть с пустыми полками. Впрочем, если у вас есть телефон и вы подписаны на мой канал, то читать книги вам не обязательно. Шутка. Раз уж мы заговорили о языках и грамотности, то вот вам интересный факт. Папуа-Новая Гвинея – чемпион мира по лингвистическому разнообразию. Здесь почти 10 миллионов человек, на которых приходится аж 840 языков. Это примерно один язык на каждые 11 тысяч человек. И все потому, что их разделяют горы, острова и изолированные долины, где каждое племя варилось в собственном соку. В Словении больше половины населения говорят на 3 и более иностранных языках. Это эффект маленькой страны, где народу приходится быть гибким. В Соединенных Штатах же только каждый 5-й говорит не на английском. Когда ты здесь родился и твой язык мировой, мотивация учить другие языки как-то отпадает. Да и во многих американских школах учить иностранный язык вовсе не обязательно. Ладно, с тем, что в голове, разобрались. Но умный не значит счастливый. Что у нас там по уровню счастья? Финляндия уже 8-й год подряд самая счастливая страна, почти 8 баллов из 10. Что интересно, финны не прыгают от радости и не улыбаются на каждом шагу. Скорее наоборот, они довольно замкнутые. У них просто все работает. Медицина, школы, полиция, суды и, главное, высокий уровень доверия.
Финн может оставить кошелек на лавочке и вернуться за ним через час. Возможно ли, что счастье любит тишину? На другом полюсе Афганистан. Тут уровень счастья всего 1,5 балла из 10. Когда вокруг нестабильность годами, тут не до счастья, сами понимаете. Счастье – это одно, а вот спокойствие – другое. Тем временем самые спокойные люди живут в Монако. Там самый низкий уровень ежедневного стресса в мире. За ними Лихтенштейн и Люксембург. Маленькие, богатые, безопасные страны. Видимо и правда, чем человек богаче, тем он спокойнее и увереннее в себе. Самый высокий стресс в Бурунди, Южном Судане и снова Афганистане. А вы как думаете, стали бы вы спокойнее, если бы у вас было, скажем так, в 10 раз выше зарплата? Теперь про эмоции. Самые эмоциональные люди на планете – филиппинцы. 6 из 10 говорят, что каждый день испытывают сильные эмоции и не сдерживают это. Радость, грусть, злость – все через край. Сингапур – полная противоположность. Там эмоции принято держать при себе. Внутри может быть буря, но снаружи – штиль. И, кстати, то, как люди переживают эмоции, во многом зависит от того, кто они – одиночки или часть группы. Забавный контраст. Соединенные Штаты – самая индивидуалистическая страна. Индекс индивидуализма – 91 балл из 100. «Я сам себя сделал, я сам всего добился». Это американская мантра и американская мечта. А самая коллективная страна – Гватемала. Индекс всего 6 баллов из 100. Там во главе угла не личные интересы, а твоя семья и твоя община. Решения принимаешь не ты один, а все вместе. Немцы самые пунктуальные. Это уже как стереотип. Здесь опоздания могут счесть за оскорбление. Поезда ходят по расписанию, встречи начинаются минута в минуту. Хотя на самом деле поезда в Германии – это мем, и они постоянно опаздывают. Напротив, в Саудовской Аравии ко времени относятся иначе. Встреча в 2 часа дня – это значит, где-то между 2 и 3, может ближе к 4. Не потому что неуважение, а потому что здесь время – понятие растяжимое. Если рассматривать честность, то Дания – самая честная страна по восприятию коррупции. И наоборот, Сомали на другом конце шкалы. Про религию. В Нигерии почти 100% населения считают себя верующими. В Кении чуть меньше – 93%. Это колоссальные цифры. Религия не просто вера, а основа всего – морали, законов, повседневных решений. В Китае же 7 из 10 человек убежденные атеисты. В Швеции и Эстонии 6 из 10 говорят, что религия не играет никакой роли в их жизни. Интересно, есть ли в этом какая-то закономерность? А теперь от ценностей к самой жизни. Сколько она вообще длится в разных уголках мира? Япония здесь лидер, в среднем 85 лет. Там больше 25 тысяч людей, которым перевалило за 100 лет. Что же они такого делают? Едят рыбу и овощи, двигаются каждый день, общаются. Бабушки на Окинаве каждое утро гуляют с подругами, работают в саду и варят мисо-суп. Вроде бы ничего необычного, просто привычки, которые работают десятилетиями. А вот в Чаде средняя продолжительность жизни всего 54 года. 54, Карл! Японец в этом возрасте даже не начал обратный отсчет до пенсии, ему еще 10 лет работать. А в Чаде пролетела уже вся жизнь. И эта разница видна не только в годах жизни, но и в возрасте целых стран. Нигер – самая молодая страна. Медианный возраст населения – 15 лет. Половина жителей моложе подростка, а половина детей в стране в возрасте до 14 лет. В противоположность к этому Монако – самая старая. Медианный возраст – 54 года. Два мира, разделенные не только километрами, но и целым поколением. Теперь про семью. Индия – страна, где разводятся реже всего. Всего 1% браков заканчивается разводом. Там семья – это не 2 человека, а целый клан. Несколько поколений под одной крышей. Бабушки, дедушки, дяди, тети – все рядом. В Испании же, напротив, разводами заканчиваются 9 из 10 браков. Это на минуточку 90%. Один из самых высоких показателей в мире.
Слегка отстают Россия и Украина, где 7 из 10 браков распадаются. Причины – отдельная тема, но факт есть факт. А вот шведы женятся позже всех. Женщины в среднем в 33 года, мужчины в 35. И больше половины детей в Швеции рождаются вне брака – 55%. Там это абсолютно нормально. При этом нет никакого общественного осуждения. В противовес, в Пакистане внебрачных детей 0,1%. Это практически ноль. Как думаете, почему? Ладно, давайте лучше обсудим что-то более спокойное, или скорее покойное. Начнем с того, как люди спят. Япония – самая недосыпающая страна. В среднем на сон уходит 6 часов и 18 минут. Там существует понятие «кароси» – кирдык от переработки. И это вообще-то не шутки. Многие люди реально покидают этот мир от того, что работают по 16 часов, а спят всего по 4. Однако в последнее время японские зумеры активно протестуют против переработок, и скорее всего ситуация изменится в лучшую сторону. А у вас в стране зумеры тоже любят больше спать и меньше работать? Как, например, в Нидерландах, где высыпаются лучше всех. А также любят поспать в Финляндии и Новой Зеландии – больше 7,5 часов. Неудивительно, что финны еще и самые счастливые. И правда ведь, попробуйте одновременно быть невыспавшимся и счастливым, или наоборот, выспавшимся и несчастным. Франция – интересный случай. Там спят в среднем 8 часов. Французы вообще серьезно относятся к удовольствиям. Еда, сон, вино – это их стиль жизни. Проснулись, теперь в душ. Бразильцы – чемпионы мира по частоте приема душа. 99% принимают его каждый день, многие – дважды. В среднем 14 раз в неделю. Влажность, жара и культура, в которой запах тела – это серьезная социальная проблема. Прийти куда-то вонючкой – немыслимая наглость. А вот мексиканцы при каждом душе моют еще и голову, представляете? 8 раз в неделю в среднем. Британцы, наоборот, обожают ванны. Треть населения ванну любит больше, чем душ. Там ванна – это не просто мытье, а целый ритуал. Книжка, пена, свечка. Помылись, теперь можно и подвигаться. В Объединенных Арабских Эмиратах 2/3 населения не дотягивают до минимума, который рекомендует ВОЗ. Жара за 40 градусов, кондиционеры, машины с подъездом к подъезду. Телу просто нечем заняться. Самые активные жители живут в Малави, Уганде и Мозамбике. Но там активность не фитнес с тренером, а необходимость. Вода сама не придет, поле само не вспашется. Среди развитых стран лидирует Норвегия. 9 из 10 регулярно занимаются спортом. Лыжи зимой, бег летом. И вообще движение – часть национальной идеи. Не говоря уже о том, что многие везде ездят на велосипеде. А чем занимаются те, кто двигаться не хочет? Правильно, сидят в телефоне. Кения – неожиданный лидер. Кенийцы проводят в телефоне больше 4 часов в день. Бразилия и Филиппины почти столько же. А Япония всего 46 минут. Только подумайте, это меньше часа. В стране, которая подарила миру эмодзи, люди предпочитают общаться вживую. Или вообще не общаться. У японцев с личным пространством все серьезно. Тем временем Южная Корея – самая смартфонная страна. 95% населения ходят с маленьким компьютером в кармане. В Арабских Эмиратах 100% интернет-покрытия. А вот в Эфиопии смартфон есть только у 1 человека из 7. Вот такой вот огромный цифровой разрыв. Теперь про то, без чего ни один день не обходится. Про еду. Тут настоящий калейдоскоп. Монголы едят больше всего мяса – 140 килограммов на человека в год. Это больше 10 килограммов в месяц. Климат суровый, зима долгая, кочевой образ жизни. Мясо заменяет и фрукты, и овощи, и витамины. В Индии 4 килограмма в год. Там коровы священны, чуть меньше половины населения вегетарианцы, а в некоторых индийских штатах Раджастхане и Харьяне 8 из 10 человек вегетарианцы. Исландия – чемпион по поеданию рыбы – 90 килограммов на человека в год. Исландия – это маленький остров в Атлантике, где рыба буквально под боком. В Афганистане всего 2 килограмма рыбы в год,
И все потому, что здесь горы, вообще нет моря, а следовательно и рыбы нет. Поели, пора бы и попить. Финны пьют больше всех кофе – 12 килограммов зерен в год на душу населения. Это примерно 4-5 чашек в день, каждый день, без выходных и праздников. В темные финские зимы, когда солнце появляется на пару часов, кофе заменяет и свет, и энергию, и настроение. И раз речь шла про кофе, то упомяну и шоколад. Швейцария – это 9 килограммов шоколада на человека в год. Шоколад для швейцарцев как часть национальной идентичности, как часы и банки. Турция же главные чаевники мира. 3,5 килограмма сухой заварки в год. Чай там пьют из маленьких стаканчиков тюльпанов и пьют постоянно. На работе, дома, в гостях, в парикмахерской. Но кто же пьет чай да без сахара, скажете вы, и будете правы. Мексика потребляет больше всего сахара – 130 граммов в день. Это примерно 32 чайных ложки. Каждый божий день. Результат предсказуем. Здесь один из самых высоких уровней диабета в мире. Румыния пьет больше всех алкоголя – 17 литров чистого спирта на человека в год. Пиво там дешевле минеральной воды. Буквально. А вот в Кувейте алкоголь полностью запрещен, и потребление практически ноль. Ну и про молоко. В Южной Корее и Вьетнаме почти 100% населения не переваривают лактозу. Стакан молока для них – это гарантированные неприятности. В Швеции и Дании всего 10% с непереносимостью. Люди здесь живут тысячи лет рядом с коровами и питаются молочными продуктами, и организм адаптировался. Буквально мутация, которая оказалась полезной и закрепилась. Поели, попили, пора и прихорошиться. Южная Корея – мировая столица пластической хирургии. 13,5 операций на 1000 человек. Каждая третья молодая кореянка хотя бы раз была у хирурга. Самая популярная – блефаропластика. Это когда меняют форму века, а также корректировка линии челюсти. Давление общества, культура селфи, конкуренция за рабочие места – в Корее внешность буквально влияет на карьеру. Здесь фото обязательно прикладывается к резюме. Бразилия – второе место. Там фокус на тело. Липосакция – увеличение груди. Бразильская культура тела – это отдельный феномен. Карнавал, пляж, открытая одежда круглый год. А вот в Соединенных Штатах самое большое число процедур в абсолютных цифрах – больше 6 миллионов процедур в год. Правда, там сейчас в тренде ботокс и филлеры – все, что без скальпеля. Кто-то меняет лицо, а кто-то просто рисует на теле. Самая татуированная страна – Италия. Почти половина взрослого населения носит хотя бы одну татуировку. Швеция совсем рядом – 47% населения. И снова контраст. В Индии всего 3% татуированных. Зато в Японии особая ситуация. Там татуировки до сих пор ассоциируются с якудзой, японской мафией. 7 из 10 онсенов, традиционных общественных бань, запрещают вход с татуировками. Удивительно, что татуировки носят якудзы, а их при этом как-то умудряются не пускать в бане. Как думаете, это правда вообще? Ну и напоследок, про то, как мы относимся друг к другу. Благотворительность. Индонезия много раз возглавляла, да и сейчас возглавляет Всемирный индекс благотворительности. 90% граждан жертвуют деньги, 65% занимаются волонтерством. В стране, где проживает аж 270 миллионов человек, это впечатляет. Нигерия самая щедрая, если пересчитать на уровень дохода. Люди, у которых почти нет денег, делятся охотнее всех. А вот Япония, как бы это парадоксально ни звучало, одна из последних в этом рейтинге. Всего 16% людей жертвуют свои кровные денежки. Не потому что жадные, просто в японской культуре помощь ближнему – это задача государства и компании, а не отдельного человека. А вы как считаете? Тем временем Канада – самая дружелюбная страна по отношению к мигрантам. 81% канадцев положительно относятся к приезжим. Голландцы, кстати, тоже в первых рядах по открытости. Наверное, вы уже заметили, что голландцы вообще часто оказываются в лидерах разных рейтингов. Самые высокие, самые высыпающиеся, одни из самых умных. Что-то они знают, чего не знаем мы. И напротив, Венгрия. Лишь 15% венгров жалуют мигрантов.
Разница целая пропасть. Медицина. На Кубе на каждые 10 тысяч человек приходится 82 врача. Это больше, чем где-либо на Земле. И снова контраст. В Южном Судане один врач на 100 тысяч человек. Это что же получается, в Южном Судане никто не болеет? Япония же лидирует по числу больничных коек – 13 коек на 1000 жителей. Знаете, что больше всего поражает во всем этом? Насколько мы разные. И не потому, что кто-то лучше или хуже. Просто география, климат, еда, культура, религия, история – все это лепило нас тысячелетиями, как глину. Голландец не стал высоким, потому что старался. Кореянка не стала близорукой, потому что хотела. Фим не пьет 5 чашек кофе в день, чтобы поставить мировой рекорд. И бразилец не принимает душ дважды в день ради статистики. Просто так сложилось. И именно это делает людей по-настоящему интересными. Не то, в чем мы похожи, а то, чем мы отличаемся. Каждая страна – это эксперимент длиной в 1000 лет. И результаты этих экспериментов ходят по улицам, ездят в метро, пьют кофе и, конечно же, прямо сейчас смотрят это видео. Большущее вам спасибо, дорогие зрители и подписчики. Спасибо, что вы есть и остаетесь с нами. Надеюсь, что это видео не оставило вас равнодушными. А поэтому ставьте лайчик, жмите подписочку и бейте в бубенчик. Увидимся в новом выпуске.